У меня вот такой красивый свитер, вязаный регланом, но мне не нравится его горловина. Тут узор очень красивый, но горловина неудобная. Неудобно, ну, при ношении. Я хочу его перевязать и сделать такой кардиган. Я уже начала распускать снизу, сразу распускаю и сразу набираю петли одновременно. Буду вязать снизу вверх поворотными рядами. Будет у меня по бокам планка. И резиночкой буду вязать. И будет у меня на пуговичках вот здесь вот такой. Я уже провязала достаточное количество. Уже сделала даже одну петельку. И сейчас буду делать вторую петельку. Покажу вам как. Я делаю вертикальные, так как я считаю они более удобные. И их не видно в самом изделии. То есть горизонтально ее бы было видно, а так вертикальную ее не видно, так как все петельки идут вверх. Смотрите, у меня планочка состоит из 17 петель. 17 петель. Я провязываю 9 петель. То есть это лицевая сторона. Я провязываю на лицевой стороне 9 петель. Первую снимаю, изнаночная, лицевую снимаю, изнаночная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 последнюю я снимаю. Это у меня первый ряд для пуговиц. Разворачиваю изделие. Теперь вяжу изнаночная петля, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Снова переворачиваю изделие и буду вязать третий ряд. То есть мы вот эту часть 9 петель поднимаем вверх. В лицевом ряду я лицевые петли переснимаю, а изнаночные провязываю. Так, провязали. И заканчиваю я вот как раз на лицевой. Четвертый ряд разворачиваю изделие. И вяжу по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и последняя изнаночная. Снова разворачиваю наше изделие. Вот уже видите, образуется дырочка для пуговицы. И продолжаю вязать дальше. Это у меня пятый ряд лицевой. Изнаночная, лицевую снимаю, изнаночная, лицевую переснимаю, переснимаю, переснимаю. Так, все. Значит, я провязала 3 ряда. Вот этой части 3 ряда провязала. Вот можно посчитать 1, 2, 3 по вот этим вытянутым петлям. Значит, смотрите, с какую высоту вы хотите дырочку, это отверстие, на маленькую пуговичку, на большую, столько рядов вы вот так вот и провязываете. И считаете, сколько рядов, ну, сколько лицевых у вас провязано. Я провязала на 3 лицевых.
Раз, два и три. Вот 3 петельки у меня. 3 вытянутых лицевых петельки. Значит, я делаю 3 накида. Сколько вы привязываете высоту, столько накидов вы делаете. 3 накида я делаю. И продолжаю наше вязание. Дальше уже я изделие не разворачиваю. Мне уже хватает этой дырочки. И я продолжаю вязание по рисунку. Дальше продолжается планка. Я вяжу планку. Довязываю планку. Все, планку я довязала. И по узору у меня дальше продолжаются петли лицевые. Так я вяжу лицевыми петлями до следующей планки. И провязываю следующую планку. До конца изделия вяжу по рисунку. Все, это мы провязали так до конца ряда. Разворачиваем наше изделие. Теперь ряд у нас изнаночный. Вяжем по нашему рисунку до вот этих вот петель. До вот этих накидов мы вяжем вот так вот по кругу до вот этих петель. И покажу вам дальше, как провязать эти петли. Довязываю я до планки. Вот моя планочка. Начинаю вязать планку. Здесь у меня лицевая, изнаночная. Довязала я до накидов. И вот у меня лицевая остается. Что я делаю? Я вот так вот за заднюю стеночку вместе с этим одним накидом провязываю эту одну лицевую. Все. Дальше я не вяжу. Я разворачиваю изделие. Вот у меня остаются эти 2 накида. Я разворачиваю изделие. И все. И продолжаю вязать в обратном направлении. Продолжаю вязать уже другой лицевой ряд. Довязываю до конца. Снова разворачиваю изделие. Прохожу назад. И также вместе с лицевой провязываю следующую петлю накидно. Снова разворачиваю изделие. И так я буду вязать, пока у меня не закончатся вот эти петли. У меня их 3, поэтому я так буду делать 3 раза. Когда они закончатся, уже до конца буду довязывать планку. А пока я вот такой делаю прием, и тогда вот эти петли, вот как здесь, они очень аккуратно здесь соединяются. И у нас такое аккуратненькое отверстие для пуговиц. Провязала я 23 сантиметра. Так, все, выровняю изделие. Да, 23 сантиметра. Получается у меня вот отверстие для 3-й пуговички. Это у меня уже лицевой ряд. И буду делать V-образный вырез. В этом ряду я буду делать убавку. Значит, 3 петли буду вязать вместе после нашей планки. Сейчас у меня планка. Планку провязываю, как обычно я вязала. Изнаночную изнаночной, лицевую снимаю. Это у меня первый ряд V-образного выреза будет. Планочку я провязала. И сейчас я буду провязывать 3 петли лицевой за задние стенки.
Для этого если у вас не развернуты петли, развернуть их. И вот за задние стеночки я провязала 3 петли. Это мой первый наклон для V-образного выреза. И дальше продолжаю вязать изделие до планки тоже. В конце будем тоже эти 3 петли провязывать, но с наклоном в другую сторону. Продолжаю пока вязать по рисунку. Здесь у меня все лицевые. Напоминаю, что это я перевязываю свитер, такую кофточку с V-образным вырезом. Вот такой свитер у меня был. Я решила его перевязать. Довязала я до начала планки. Вот у меня остается 3 петли. И эти 3 петли я тоже буду провязывать вместе, только с наклоном вправо. Для этого я поддеваю спицу спереди и провязываю вот так вот все 3 петли. И наклон у меня уже вправо. Дальше продолжаю вязать планку. Полупатентная резинка. Лицевая снимается, изнаночная провязывается изнаночной. Все, довязала до конца. Следующий ряд я вяжу просто по узору. Как у меня идет узор, так я все провязываю. В изнаночном не делаем никаких убавок. Просто провязываем по рисунку. Итак, смотрите, первый ряд нашего V-образного выреза будет убавочный. Да? Вот мы там убавили 3 петли в начале планки и 3 петли там в конце. С 2 по 4 ряд, то есть 2, 3, 4 мы вяжем по рисунку. 5 ряд также мы убавочный у нас. Точно так же делаем, как вот только что мы убавили в первом ряду. 6, 7, 8 ряд вяжем по рисунку. А 9 ряд мы будем уже разделять на переднюю планочку и на спинку. То есть будет разделение у нас, вот наш V-образный вырез. Да, вот до сюда мы уже довязали. Вот до сюда мы довязали. И сейчас вот мы вяжем V-образный вырез. И вот здесь мы будем разделять. Это уже 9 ряд будет. 9 ряд. Будем разделять на переднюю планочку. Одну переднюю планочку, вторую и на спинку. Пока вяжем вот как я вам написала. Кто вяжет со мной вместе попетельно. Довязала я, и здесь мы уже будем разделять на спинку и перед. У меня 192 петли. Рассказываю, как я разделяю. Минус 17 петель планка. Почему так? Потому что мы, когда будем застегивать, планка одна будет накладываться на вторую. Поэтому я из общего количества петель отняла 17 петель. У меня вышло 175 петель. Дальше это общее количество петель делим на 2. Получаем 87,5. Я округлила, это 88 петель спинка. 88 петель будет спинка. Из 192 отнимаем спинку, выходит 104 петли. И делим пополам. Это будет 2 полочки. Одна часть и вторая часть. Это по 52 петли. Получается, с одной стороны 52, с другой 52 и спинка 88 петель. Разделяем это все и продолжаем вязать. Так, разделила я петли. Вот полочка одна, я ее перенесла на ниточку. Спинку тоже отдельно перенесла на ниточку. И вот полочка, которую будем вязать поворотными рядами. Сейчас как раз у нас ряд, где мы будем делать убавку. Так как мы делали
убавки. Точно так же будем делать убавку и дальше. Но убавки мы делали в первом ряду, в пятом ряду. И сейчас вот 9-й ряд, где как раз мы разделили на перед спинку, делается эта убавка. Беру нить в работу и начинаю вязать первую планочку по рисунку. Так, это 17-я петля. Это я провязала планочку. Дальше продолжаем вязать эту нашу полочку. Здесь убавка у нас идет 3 петли. Провязываем 3 петли за заднюю стенку. И продолжаем дальше вязать до конца ряда. Довязываю до конца ряда. И последняя петля у нас изнаночная. Все, разворачиваю изделие и продолжаю вязать по рисунку. То есть у меня идет изнаночный ряд, вяжу по рисунку изнаночный ряд. Дальше, как я буду убавлять? Значит, смотрите, вот мы провязали с вами 9-й ряд. Там убавочная, разделили мы спинку и перед, там убавочный ряд у нас был. Вот только что мы убавили еще 2 петли, 10-й ряд, вот сейчас будет 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й мы вяжем по рисунку. Вот вам поставлю, может вы захотите сделать скриншот. 15-й будет убавочный ряд. И дальше 5 рядов мы вяжем по рисунку. 21 будет убавочный. И так дальше, пока у нас вот эта вот часть наша, вот эта передняя планка, не сузится. Она у нас должна вот так вот сузиться до того момента, пока у нас не будет плечевой вот этот шов. Сколько вам надо, столько вы будете сужать. Но здесь сужаем равномерно. Буду сужать каждый вот через 5 рядов. Значит, сейчас у меня 10-й ряд. Я начинаю вязать 10-й, 11, 12, 13, 14 по рисунку. Дальше 15 будет убавочный. И так далее. Чередую я. Я думаю, вам будет всем понятно, кто со мной вяжет. Смотрите на свои размеры, так же и вяжите. Убавки должны быть одинаковые, тогда вот этот поворот будет равномерным. Довязала я до того момента, когда необходимо делать обвязку вот здесь вот по шее. Плечи я сшила. Сшила самым обычным и самым удобным способом. Это у меня на канале есть с спицами и крючком. Крючком снимаем с одной спицы петлю, с другой спицы петлю и провязываем. И таким образом у меня получился вот такой плечевой шов аккуратный. Затем я все вывернула и вяжем теперь вот эту обвязку. Мы будем вязать половинку с этой стороны и половинку с этой стороны, а потом уже будем сшивать.
Поэтому я начинаю вязать вот с левой стороны. Ну, при носке она с правой. Ну, как видите, она с левой. Значит, вяжем здесь, как обычно, нашу планочку. Довязываем до вот этих вот петель, которые необходимо поднять. Довязываем, не довязывая одну петлю. У меня это изнаночная. И поднимаем одну петлю изделия и провязываем их вместе. Сейчас я вам покажу это наглядно. Вот я провязала планку по рисунку. Одна петля лицевая снимаем, изнаночную провязываем, лицевую снимаем, изнаночную провязываем и так вяжем планку до конца. Такой рисунок до конца, до вот этой последней изнаночной петли. Эту петлю мы пока не провязываем, а поднимаем петлю. Вот я уже дошла до плечевого шва, и необходимо поднять отсюда одну петельку. Тут я уже смотрю, какая мне более подходящая. Выбираю более подходящую. Так вот, наверное, перекрещу их. Так, перебрасываю назад на спицу и провязываю 2 петли изнаночной петлей. Вот таким образом мы постепенно будем обвязывать вот эту часть до середины. Разворачиваем изделие и продолжаем вязать резинку 1 на 1. Первая петля снимается, далее изнаночная, лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда планку. Это изнаночный ряд. Довязали до конца, разворачиваем наше изделие, лицевой ряд и снова вяжем планку до вот этой вот последней петли изнаночной. Ее будем провязывать вместе с поднятой петлей. Первую снимаем, изнаночная, лицевые переснимаются в этом ряду. Вот, довязала я до изнаночной, ее не провязываем, поднимаем следующую, поднимаем таким образом, вот снизу я поднимаю петлю и провязываю 2 вместе изнаночной. И так продолжаем поднимать петли до середины вот этих вот петель, которые у нас на нитке. Таким образом будем обвязывать половину ворота с одной стороны, также будем проделывать половину с другой стороны. Сейчас у нас изнаночная сторона. Развернули мы изделие и вяжем изнаночную. Еще раз провяжу вместе с вами, чтобы вы наглядно видели. Здесь у меня резинка 1 на 1 в изнаночном ряду. Провязываем как обычно.
Снова разворачиваем изделие. Это у меня уже лицевая сторона. Вяжем лицевую сторону. Кромочную петлю снимаем. Изнаночную провязываем. Лицевую переснимаем. И так вяжем до последней петли. Так, последняя изнаночная петля. Мы ее не провязываем. Переснимаю пока на рабочую спицу и поднимаю следующую петлю. Изнаночную назад. И эти две провязываем вместе. Таким образом у нас количество петель всегда остается одно и то же. И идет закругление вот такой вот по вороту. Вот мы уже плечевой шов перешли. И продолжаем вязать так дальше до середины спинки. Все, сделала я обвязку по вороту. И вот сзади будем сшивать эту планочку. Сшивать можно любым удобным для вас способом. У меня это будет просто петля в петлю. Вот так сейчас сошью. И дальше можно будет приступать к вязанию рукавов. Вот здесь вот будем петли поднимать и вывязывать рукав.